Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PES. За весь этот год eFootball прошла достаточно тернистый путь, чтобы прийти к тому виду, в котором мы наблюдаем ее сейчас. Ведь вспомните eFootball ровно год назад, что она из себя представляла. Да по сути ничего, это просто какая-то калька с какими-то товарищескими матчами и простыми ивентами, которые по сути ни на что и не влияют. Конечно, по части режимов, графики, оптимизации eFootball может быть и недалеко ушла, но тем не менее сейчас это совсем другая игра. С какими-никакими, но все-таки ивентами, наградами, соревновательными турнирами, матчами и всем таким прочим. И в сегодняшнем видео предлагаю оглянуться назад и посмотреть, как же успела измениться eFootball за прошедший год. Изменилась ли она сильно и в лучшую ли сторону, или же изменилась слабо и в худшую же сторону. Сегодня и постараемся решить. Как и всегда, ваше мнение по всему услышанному и увиденному я буду ждать в комментариях под этим роликом. Не забывайте также поддерживать его своими лайками и поддерживайте этот канал подпиской и колокольчиком, если вы находитесь здесь впервые. Самое главное изменение eFootball по сравнению с eFootball, который был в апреле, это изменение цветовой гаммы, потому что если посмотреть на наши предыдущие стримы, ну или просто ролики, где фигурирует интерфейс игры, этот ярко-желтый и синий фон, он прям разъедает глаза. Я не знаю, как мы играли с таким цветовым оформлением, но сейчас оно выглядит намного лучше. Конечно, с обновлением до eFootball 2023 мы ожидали, что опять же изменится полностью цветовая гамма на темно-фиолетовый, если я не ошибаюсь, но, к сожалению, наши ожидания не оправдались. Но то, что мы имеем сейчас, намного лучше того, что было в апреле и было еще в сентябре на релизе первой версии. Также по сравнению с eFootball апрельской версией, в игре появилось очень много различных компаний, которые позволяют заработать как ГПшки, золото, так и очки прокачки. Потому что, если вспомнить, как мы прокачивали игроков на релизе вот версии 1.0.0, это было трудновато, и опять же очков прокачки было немного. Сейчас же Konami устраивает различного рода компании, которые позволяют накопить эти очки опыта, как для новичков, так и для матерых игроков, что на самом деле тоже неплохо. И учитывая все то количество паков, которые Konami беспрерывно добавляют, очки прокачки очень даже нужны. В целом изменилась система наград, если я не ошибаюсь, потому что если вспомнить, какие награды нам выдавали за вход в игру еще в апреле, то это на самом деле хлеб с маслом какой-то был. Сейчас же, ну, такой небольшой бутерброд, я бы так это описал. То есть раньше нам давали ГПшки и eFootball Points. Сейчас же eFootball Points особо не выдают, только за участие в дивизионах, но зато каждую неделю мы получаем целых 50 монет. Конечно, не густо, но всяко лучше, чем было опять же в апреле, согласитесь. И поэтому у среднестатистического игрока, который не донатит eFootball, будет возможность прикупить какой-нибудь там пак с командой недели. Плюсы условные, но это всякое разнообразие, нежели было раньше. Конечно же, как мы можем пройти мимо паков? Паки были и до этого, но по сравнению с апрельскими паками, с майскими паками, в игре было прям большое разнообразие различных паков. Тут вам и клубные паки, и премиум паки с амбассадорами, и премиум паки с целыми командами, даже несколько видов подобных паков. Летние премиум паки с партнерскими командами и осенние паки с партнерскими командами. А под конец года, во время чемпионата мира, добавили в игру премиум паки с национальными сборными. И давайте будем честны, как бы все мы тут с вами не любили футбол и не ценили бы eFootball за ее игровой процесс, большинство игроков, ну ладно, по крайней мере половина, играет в эту игру, чтобы просто вытащить карточки. То есть, как бы это не было неприятно осознавать, но это на самом деле так. Стоит просто взглянуть на различные пак-опенинги на ютубе, и все станет понятно, что в лишний раз игрокам интересно выловить того или иного игрока, ну или просто посмотреть, как кто-то его вылавливает опять же. И с этим моментом Konami очень даже неплохо справляются. Графика и оптимизация. Графика и оптимизация с момента версии 0.9.0 на самом деле претерпела изменения. По сравнению с версией 1.0.0 изменения не особо-то и заметные. Ну то есть графика по сути никак не изменилась. Она все такая же мыльная и напоминает графику скорее с PlayStation 3 и Xbox 360. Оптимизация, кроме консолей нового поколения, все еще оставляет желать лучшего на PlayStation 4, Xbox One и ПК. На PlayStation 5 играется более-менее неплохо, даже заметно плавная картинка. Но на других платформах такого и в помине не наблюдается. Режимы. На самом деле, с момента апрельского обновления касаемо режимов не особо-то что и изменилось. Добавили лобби-матчи и, по-моему, на этом все. То есть особого разнообразия в этом
этом плане и мы и не наблюдаем. То есть никакого вам коопа или 11 на 11 и прочих PvP матчей, которые были еще в 21 части, да и в предыдущих частях PS тоже. А про оффлайн режимы так и вовсе говорить не приходится, они где-то в заоблачном будущем. Даже то, что обещали на конец этого года, эти небольшие крупицы в виде небольшого редактора, оффлайн режимы в лице турниров и кубков мы так и не получили. Когда это получим, теперь остается только догадываться. И какой же итог по всему ранее сказанному мы можем сделать? Игра изменилась в плане онлайн-контента. То есть, если взглянуть на eFootball в апреле и в мае, и взглянуть на eFootball сейчас, по части онлайна, опять же, онлайн-составляющей, эта игра выглядит несколько цельнее, нежели это было раньше. По части режимов, которые касаются другой части онлайна или вовсе оффлайна, игра никак не спрогрессировала. Точно так же, как и по части графики и оптимизации на множестве платформах. Потому что, как говорили до этого, играется в принципе неплохо на PlayStation 5 и Xbox Series X. На других платформах тоже люди играют, но иногда там проскакивают заметные фризы, что на самом деле не делает лучший игровой опыт, согласитесь. Ну а что думаете вы, дорогие друзья? Обязательно пишите в комментариях, поддержите этот видос своим лайком, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, ну и про наши соцсети тоже не забывайте, ссылки в описании и в закрепленном комментарии. У меня же на этом все, я всех благодарю за просмотр и желаю вам приятной игры в eFootball. До скорых встреч!